вами доктор Кострик. Спасибо всем, кто нас смотрит. Работаем для вас, учитываем ваши пожелания. Не забывайте пользоваться плейлистами для более быстрого поиска информации. Тема сегодняшней нашей встречи — симптомы повышенного холестерина. Возникали ли у вас такие симптомы, как быстрая утомляемость, головные боли и головокружение, периодические или постоянные боли в сердце, повышенное артериальное давление, ишемия, боли в нижних конечностях, судороги, развитие сосудистых заболеваний, тромбоз, тромбофлебит? Не стоит их недооценивать. Это может быть симптомы повышенного холестерина. Чаще всего мы связываем высокий уровень холестерина с атеросклерозом, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт и инсульт. Однако не все слышали о заболевании периферических артерий. С этим заболеванием борются более 200 миллионов человек во всем мире. Многие люди даже не знают, что оно у них есть. Симптомы заболеваний периферических артерий могут различаться в зависимости от локализации поражений, но чаще всего они поражают ноги, что может указывать на заболевание периферических артерий и, следовательно, на слишком высокий уровень холестерина. Давайте поговорим о 8 основных сигналах. Чем выше концентрация холестерина в крови, тем выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, главным образом от сердечного приступа. Следствием слишком высокого уровня холестерина в крови является атеросклероз, который в свою очередь приводит к заболеванию периферических артерий. Симптомы этого заболевания могут появиться вокруг нижних конечностей. ПАД. Что это такое и как он связан со слишком высоким уровнем холестерина? Почему большинство людей до сих пор игнорируют гиперхолестеринемию? Да потому что она долгое время не вызывает никаких симптомов. Многие люди чувствуют себя хорошо и не видят необходимости в обращении за медицинской помощью и, конечно же, лечении. Врачи по-прежнему стараются напомнить, что чем выше концентрация холестерина в крови, тем выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь от инфаркта. Также повышается риск инсульта и прежде всего атеросклероза, который приводит к этим заболеваниям. Атеросклероз предполагает отложение холестерина на внутренних стенках артерий и образование атеросклеротических бляшек. Они приводят к сужению артерий и ишемии, то есть спазму тканей. Между тем, без достаточного количества насыщенной кислородом крови ткани и органы не могут функционировать. Результатом атеросклероза, то есть слишком высокого уровня холестерина в крови, также является ЗПА, то есть заболевание периферических артерий. Риск его возникновения увеличивается с возрастом. Уже в группе повышенного риска находятся люди старше 50 лет. А также риск вызван стрессами, недостатком физической активности и малоподвижным образом жизни, ожирением, курением и, среди прочего, сахарным диабетом, высоким кровяным давлением выше 140/90 и выше. Люди с семейным анамнезом заболеваний сердца и системы кровообращения также находятся в группе риска. Заболевание периферических артерий может поражать позвоночные, сонные, почечные, брыжеечные артерии, артерии верхних или нижних конечностей. Симптомы зависят от локализации заболевания. Стоит знать, что симптомы, вызванные постепенным сужением просвета пораженного сосуда, первоначально появляются при повышенной потребности в крови, но со временем дают о себе знать и в покое. Какие симптомы на ногах могут указывать на развитие заболевания периферических артерий? Симптом, который может указывать на слишком высокий уровень холестерина и развитие заболевания периферических артерий — это боль в ногах.
Распространенным симптомом этого заболевания, другими словами, симптомом, указывающим на сужение или закупорку артерий, вызванное тяжелым атеросклерозом, является ощущение дискомфорта в ногах. Больные описывают его как ощущение тяжести, слабости, усталости в ногах. Некоторые отмечают резкие боли, исчезающие при отдыхе, так называемая перемежающаяся хромота. Первоначально симптомы появляются во время ходьбы или другой деятельности, затем также и в состоянии покоя. Они могут поражать одну или обе ноги и появляться вокруг икр, бедер, а иногда и ягодиц. Следующий симптом, который может указывать на слишком высокий уровень холестерина и развитие заболеваний периферических артерий, это ночные судороги стоп. Во время ночного отдыха люди с заболеванием периферических артерий могут испытывать судороги стоп, чаще всего возникающие в пятке, передней части стопы или пальцах ног. Больной может найти облегчение в положении сидя или расположив ногу так, чтобы она свисала с края кровати. Гравитация поможет притоку крови к ногам. Следующий симптом — изменение кожи ног. Нарушение кровоснабжения означает, что пораженный участок тела не получает достаточного количества питательных веществ. Это может привести к истончению волос и замедлению их роста, как и ногтей. Кожа на ногах может стать натянутой и блестящей. Как правило, все эти симптомы обычно возникают одновременно. Из-за затруднения кровотока поднятая конечность бледнеет, а также ступни и пальцы ног, у некоторых больных они могут стать даже синюшными. Если мы сядем и конечность будет стоять вертикально, цвет кожи изменится на красноватый или даже фиолетовый. Еще один симптом — это холодные ноги. Холодные или прохладные на ощупь ноги или ступни могут указывать на развитие заболевания периферических артерий. Однако стоит помнить, что это довольно распространенный симптом, и его нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Однако, если вы чувствуете, что одна нога холодная, а другая нет, стоит обратиться однозначно к доктору. Симптом, который может указывать на слишком высокий уровень холестерина и развитие заболевания периферических артерий, это трудно заживаемые раны. У людей с более поздними стадиями заболевания периферических артерий ограниченное кровообращение может привести к образованию трудноизлечимых болезненных язв на ступнях, пальцах ног и пятках. Раны также могут появиться на внешней стороне лодыжки. Это так называемые артериальные или ишемические язвы. Заживление этих форм язв может занять несколько месяцев и требует соответствующего лечения для предотвращения инфекций и дальнейших осложнений. Следующий симптом — это онемение. Онемение ног и ступней или чувство слабости могут сигнализировать о развитии заболеваний периферических артерий. Некоторые пациенты говорят, что их ноги слабеют и чувствуют, что они сдаются. Некоторые чувствуют онемение. Эти симптомы, ощущаемые не только во время ходьбы или физической активности, но и в состоянии покоя, обычно указывают на более тяжелую форму заболеваний периферических артерий. Еще один симптом — это некроз. Около 80% пациентов с заболеванием периферических артерий имеют относительно легкие симптомы. Однако есть пациенты, у которых наблюдаются так называемые крайние симптомы. Хроническая ишемия конечностей может привести к некрозу и даже гангрене. Изменения могут постепенно затронуть, например, всю стопу вплоть до ампутации. Диагностика и лечение заболеваний периферических артерий следующее. Если вы
испытываете вышеуказанные симптомы или находитесь в группе риска, нужно проконсультироваться с доктором немедленно. Помните, что заболевание периферических артерий означает большую вероятность сердечного приступа и инсульта. А в диагностике заболеваний периферических артерий и визуализации атеросклеротических таких процессов, поражений, применяют методы радиологической визуализации, такие, например, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография или ультразвуковое исследование УЗИ. Что касается лечения, то здесь многое зависит от стадии самого заболевания, отказ от курения. Здоровое питание и регулярная физическая активность безусловно необходимы для уменьшения симптомов и замедления прогрессирования атеросклероза. Вы получите всестороннюю поддержку в изменении своих привычек, диеты и включении физической активности с помощью вашего семейного доктора, который вам обязательно даст направление на консультацию к сосудистому хирургу. Основной, скажем так, или основой лечения является фармакотерапия. Благодаря лекарствам контролируются факторы риска заболеваний периферических артерий, например, высокий уровень сахара, гипертония, высокий уровень холестерина. Например, в случае запущенного заболевания может потребоваться даже хирургическое лечение сужения сосудов. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких, не игнорируйте симптомы заболеваний, вовремя обращайтесь к доктору. До новых встреч!